Национальный центр «Россия» – пространство гордости за свою страну и людей, которые в ней живут. Аналогов ему в мире нет. Здесь работает постоянная экспозиция «Путешествие по России». Это наглядная демонстрация достижений нашей страны в прошлом и настоящем. С момента открытия Национального центра в ноябре 2024 года прошло более 10 выставок. Мы сотрудничаем с лучшими производителями страны. В универмаге «Россия» можно найти продукцию, созданную руками и сердцем. В гастрономических рядах представлены кухни народов России. Через вкус можно многое узнать о стране, ее традициях и культуре. Национальный центр – это сотни культурных, образовательных, деловых и международных событий, важных для всего мира. Мы соединяем сердца на первом, единственном в мире свадебном фестивале. Это бережное сохранение традиционных семейных ценностей. Мы бережно храним память о подвигах героев и объединяем людей со всех уголков России, создавая живую связь прошлого, настоящего и будущего. Особое внимание уделяем молодежи и развитию их профессиональных навыков. В школах юного экскурсовода и журналиста мы признаемся в любви к родине. В 2029 году откроется новое здание Национального центра в Москве. Внимание! Звучит государственный гимн Российской Федерации.
Дорогие друзья, меня зовут Анна Полежаева, и я рада видеть вас всех в Национальном центре «Россия» на фестивале «Содружество». Он реализуется совместно с Фондом президентских грантов и благотворительным фондом Ивана Игнатьевича Савиди. А эта встреча организована Российским обществом знания, Федеральным агентством по делам национальностей, Домом народов России и общероссийским общественным движением содействия личностному развитию и гражданскому воспитанию детей и молодежи «Содружество». Мы с вами встречаемся накануне важного государственного праздника – Дня России. А весь этот год объявлен годом единства народов России. Многонациональная страна, но единый народ, объединенный общими ценностями и целями развития на родной и любимой земле. Сегодня у вас есть уникальная возможность принять участие в открытом диалоге и задать свои вопросы выдающимся государственным и общественным деятелям. А говорить мы будем о нашей родине, о России. Это огромная страна, где переплетаются множество историй, культур и традиций. И это видно по нашему залу. Многие из вас пришли сюда в национальных костюмах. Давайте поаплодируем друг другу. Народ России всегда един. Мы храним наши общие ценности, и мы вместе движемся вперед. Поговорим о том, какую роль в этом движении играют педагоги, семья, общественные лидеры и государство. Наша тема говорит сама за себя. Россия – время мечтать и действовать. Речь сегодня также пойдет о патриотизме, как об осознанном выборе, и о том, как вы, молодое поколение, участвуете в развитии нашей страны. Итак, я с удовольствием приглашаю на эту сцену для открытия нашей встречи руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Вячеславовича Баринова. Игорь Вячеславович, пожалуйста, присаживайтесь. Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Яну Валерьевну Лантратову. Генерального директора Российского общества знания Максима Алексеевича Древаля. Заместителя начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Александра Владимировича Журавского. Заместителя генерального директора Национального центра «Россия» Анастасию Викторовну Звягину. Уважаемые спикеры, я прошу вас занять места в зале. Здравствуйте, наши уважаемые спикеры. И пока ребята готовят свои вопросы, а сегодня у нас открытый диалог, позвольте я начну на правах модератора и задам первый вопрос вам, Игорь Вячеславович. Как я уже сказала, 2026 год объявлен главой нашего государства годом единства народов России. Какие темы в связи с этим особенно важно сегодня обсуждать с молодым поколением? Наверное, из названия года и исходит ответ на ваш вопрос о том, что, несмотря на то, что мы самая большая по территории, одна из самых многонациональных стран в мире, мы одна страна, один народ, и говорить надо как раз о единстве, о том, что мы за свою тысячелетнюю историю сохранили, с одной стороны, этнокультурное многообразие, свои языки, традиции, культуру, обычаи тех народов, которые проживают в нашей стране. А с другой стороны, мы, что бы ни случалось в истории нашей страны, чувствуем, что мы одна страна, один народ, мы чувствуем это единство. И в разных ситуациях. Я вот, как вчера помню, ну вы молодые еще ребята, 2008 год, когда наша сборная обыграла голландцев, и я ехал по Екатеринбургу где-то 4:30 утра, а город не спал. Ходили люди, обнимались. И я не вытерпел, вышел из машины на улице Ленина в центре Екатеринбурга, у главпочта, тоже пошел обниматься. Без разницы, кто был, какой национальности, какого вероисповедания, чем занимался. Мы все себя ощущали в этой победе родственниками, близкими людьми. И так проявляется в разных ситуациях, в каких-то свершениях, наших победах и в неудачах, в сложных ситуациях. И, может быть, это особенно ощутимо и ярко. И таких моментов было в нашей истории очень много. И вот о них, конечно, надо говорить. Конечно, их надо вспоминать. Мы же исторически возникли как объединение славянских, финно-угорских и тюркских народов, которые решили объединиться и решили, что вместе мы будем сильней, вместе наши
культуры будут взаимообогащать друг друга. Хотя в основе, конечно, нашей страны лежит великая русская культура, которая, с одной стороны, впитывала, а с другой стороны, давала развиваться культурам тех народов, которые на протяжении веков входили в состав нашей страны. Причем входили, как правило, добровольно, ища в нас защиту, в большой России, защиту и поддержку. И находили ее. И не случайно те принципы, которые сформулировал великий русский философ Иван Ильин, говоря о государственной национальной политике, что каждому надо дать возможность говорить по-своему, трудиться по-своему, молиться по-своему, а лучших отовсюду привлекать к государственному и культурному строительству. Они работают и сейчас. Да, с какими-то с поправками на нынешнюю, сегодняшнюю ситуацию, на геополитическую ситуацию, на глобализацию, на современные технологии. Но принципы такие. И поэтому как раз, где бы мы ни проживали, какой бы ни были национальности, о каком языке ни говорили, мы чувствуем себя частичкой одной большой, очень красивой, великой страны. То, что говорит Игорь Вячеславович, очень ярко раскрывает один из основных девизов года, который звучит как «Россия – семья семей». И, конечно, многие проекты, которые создавали ребята, проекты, которые в течение года вы создавали в своих регионах, раскрывали наш уникальный культурный код. Поэтому мы вами очень гордимся. Знаю, как вы все ждали встречу с нашим следующим спикером. С удовольствием передаю слово Яне Валерьевне. Яна Валерьевна, сегодня особенно популярность приобретает волонтерское движение. Вы стояли у истоков этого движения, создали Союз добровольцев России. Можете, пожалуйста, рассказать подробнее, как вы начинали свой путь? Спасибо большое, дорогие друзья. Я очень рада видеть вас сегодня. Вот зашла в зал, и сразу же такая радость. Действительно, такие все красивые, горящие глаза, улыбки. Я радуюсь, что у нас на самом деле просто лучшая молодежь. Говоря о волонтерском движении, я сама вышла из гражданского общества. Вот я вспоминаю мой путь, и когда я была совсем маленькая еще, училась в школе, в средних классах, я подумала о том, что да, учиться я учусь, но важно еще хоть что-то делать для своей страны. И я придумала просто маленький проект, когда мы с одноклассниками ходили в детские дома-интернаты, и детям всегда оставляли свой номер телефона, чтобы ребенок мог позвонить, посоветоваться, чтобы мы были для него как старшие товарищи и наставники. И вот тогда я помню, однажды в один день я прихожу домой, и мне раздается телефонный звонок. Мне звонит мальчик из детского дома и рассказывает о том, что по закону, он уже выпускник детского интерната, ему по закону положена государственная квартира. Но чтобы ее получить, он должен пройти специальную комиссию, которая решит, дееспособен он или нет. Если дееспособен, он эту квартиру получает. А если не дееспособен, то квартира перейдет опекуну. И вот ребенок по имени Саша мне рассказывает, что я на завтра в 9 утра, за мной приедет машина, я сяду, чтобы поехать на эту комиссию. Мне там сделают укол психотропными препаратами, у меня пойдет пена изо рта, меня привезут на комиссию, мошенники лишат меня дееспособности и отнимут такую квартиру. Я такой не один, таких историй много, помоги мне, пожалуйста. Я тогда, будучи еще школьницей и ничего не понимая ни в сфере прав человека, не имея ни юридического образования, я в этот момент подумала, что так же не может быть. Это же несправедливо, это неправильно, это просто невозможно. Но на душе было неспокойно, и тогда я родилась в Санкт-Петербурге, и тогда у нас были экскурсии в законодательное собрание, и я решила пойти в законодательное собрание. Я встретила на улице, прям подходя, депутата, рассказала ему про эту историю, и депутат вместе со мной приехал на эту комиссию, где нас успокоили, сказали, что это медицинская тайна, туда мы вас не пустим, но вы не переживайте, все с ребенком будет в порядке. Прошло 3 дня, мне позвонил мальчик и сказал, меня лишили дееспособности и отняли государственную
государственную квартиру. И вот в этот момент начался старт моей правозащитной деятельности в жизни. Я тогда подумала, что делать, обратилась к своим друзьям, студентам, которые поступили в вуз на юридическое образование, собрала команду неравнодушных ребят. Мы приехали и позвонили и спросили: а где вы находитесь? И ребенок мне рассказал: в подвале, мы теперь здесь живем, хочешь, приходи к нам в гости. И вот тогда первый раз, как помню, приехала я в этот подвал, спустилась туда, там было 8 детей, каждый из которых подвергся действиям мошенников. И вот тогда впервые я услышала о понятии карательная психиатрия. Тогда я стала искать в интернете рассказы про подобные вещи и нашла очень много историй подобной ситуации. И вот, забегая вперед, могу сказать, мне удалось тогда с командой вернуть 37 квартир детям-сиротам, которые у них отнимали. Спасибо. А почему 37? Потому что тогда уже юной я познакомилась с депутатами Государственной Думы того созыва. Я им рассказала об этой проблеме. Депутаты вместе со своими помощниками, юристами разработали поправку к закону, которая привела к тому, что сейчас таких историй практически, слава богу, нет. Это был старт моей правозащитной деятельности. Потом я создала небольшой мониторинговый центр по защите прав детей, и туда стали обращаться с новыми фактами нарушения прав детей, несправедливости, но и в том числе несправедливости по отношению к людям с инвалидностью, к пожилым людям. И тогда, понимая, что ко мне звонят очень много добровольцев, волонтеров, я поняла, что объединять молодежь только можно на основании дела общего. И тогда в 2013 году возникла ситуация, если помните, было наводнение в Крымске, а потом на Дальнем Востоке. И мы организовали команду 100 добровольцев из разных регионов России. Нам очень помогли Ил-76, предоставила МЧС. Мы полетели в зону ЧС, и 3,5 месяца мы жили в зоне ЧС, спали тогда в спальных мешках в Доме творчества. Люди приносили нам пирожки, весь народ. Нам настолько было единение народа, вот правильно, как было сказано, единение, когда есть какая-то беда единая. И тогда мы в первую неделю сформировали команду из 1000 добровольцев. Мы эвакуировали людей вместе с МЧС, укрепляли дамбу, строили территории, помогали людям, распределяли гуманитарную помощь. И нам удалось помочь. Но знаете, удивительный опыт, который я для себя увидела. Если эти 100 разрозненных людей прилетали вместе, и мы ссорились, ругались, не понимали друг друга где-то в начале, а улетали мы единой командой. И большое для нас значение было, самая большая награда для нас была, когда министр МЧС прислал письмо каждому родителю: «Спасибо за то, что воспитали такого ребенка». И впоследствии действительно мне удалось зарегистрировать Всероссийскую общественную организацию «Союз добровольцев России», которая стала представлена быть в 77 регионах нашей страны. Впоследствии я от нее вошла в Совет по правам человека при президенте, ну а потом началась история с Донбассом. Когда стали стрелять, когда страдали в первую очередь невинные дети, мы с волонтерами понимали, что нам нужно вывозить детей из зоны боевых действий. Дети там скрывались в подвалах, электричества не было, город был заблокирован. И мне позвонила женщина одна из Краматорска и сказала: вывезите их из зоны боевых действий. И вместе с командой первый город, который мы посетили, был город Горловка. Когда чуть-чуть стрелять переставали, мы детей собирали в автобусы и вывозили их из зоны боевых действий, меняя траекторию движения. И за всю историю Донбасса нам удалось вывести 2700 мам и детей и 127 больных и раненых деток на территорию страны. А потом уже после этого, после того, как я поработала в Совете по правам человека, пришла в Государственную Думу. Этот созыв отработала в Государственной Думе, была председателем профильного комитета. Но вот сейчас, уже используя этот опыт, будучи уполномоченным по правам человека, у меня есть возможность использовать накопленные знания и, самое главное, работать с молодежью, которые тоже теперь принимают участие в жизни Института уполномоченного по правам человека.
Спасибо. Яна Валерьевна, как говорится, ничего невозможно показать миру, чего нет в тебе самом. Поэтому ваш уникальный опыт очень ждали ребята, он очень заряжающий. А сейчас я хочу задать вопрос Максиму Алексеевичу Древолю. Максим Алексеевич, в День России мы часто говорим о единстве. А какую роль в его укреплении играют знания и просвещение? И, конечно, что конкретно сегодня делает Российское общество знания в этом направлении? Спасибо. Да, ребята, доброе утро. Я еще немного под впечатлением от истории. Яна Валерьевна, я буду так сейчас переключаться на какие-то позитивные мысли. Ну, вы знаете, в основе любых крепких отношений, неважно, между двумя людьми или двумя народами, всегда лежит взаимопонимание. Ну, а для этого нужно хорошо знать друг друга. И это важно узнавать больше о общей истории, об общей культуре в любое время. А когда мы живем во время попыток эти знания исказить, да, вмешаться, поменять, разобщить, еще важнее узнавать правду друг о друге, о нашей общей истории, наших общих вызовах, победах, подвигах. И я рад, что сегодня вот опросы показывают, что абсолютное большинство россиян, независимо от национальности, считают, что у нас общая история, общее будущее. И ключевыми факторами вот этого единства всегда выделяют, собственно, исторические факты, в том числе победу в Великой Отечественной войне. Но ведь, понимаете, эти факторы говорят о том, что если, не дай бог, мы их забудем, то вот эта скрепа начнет ослабевать. Это я к тому, что знание и просвещение – это фундамент для вот этого единства. Говоря о том, что мы делаем, ну, во-первых, давайте так, завтра День России. Я хочу всех поздравить с наступающим праздником. Естественно, ко Дню России Общество знания заготовило много проектов. Запускается наша акция, и наши лекторы, эксперты, представители разных народов будут выступать на самых разных площадках по всей России. Причем не только для граждан России, но и у нас есть такой проект еще «Узнавай Россию сознанием». Для иностранных студентов их достаточно много, и я считаю, что с ними мы тоже должны сплачиваться и становиться все более и более едиными. Мы тоже готовим такую, скажем так, просветительскую экскурсию в историю и будущее России. Открывается завтра Дом знаний в Абхазии. Тоже братский народ, тоже единство, тоже общая тема. В феврале мы провели большой марафон «Россия. Семья семей». Там собрались тысячи ребят, молодых людей, представителей разных народов. Они вот так же прекрасно выглядели. Знаете, когда ты смотришь на костюмы народов России, вот глаз радуется. Серьезно, вот в этом нет ни доли фальши. Я вот как организатор так еще сомневался. Ну, не знаю, обычно же мы не ходим в них. Но когда пришли очень много людей в своих народных костюмах, я видел в этом гордость, такую радость. И все обнимались, все как-то друг друга поддерживали. Вот в этом, знаете, прям олицетворение этого единства. Там президент, собственно, объявил год единства народов России. После этого состоялся в апреле наш марафон «Знание первый», и огромное количество выдающихся людей, представителей разных народов выступали на разных площадках нашей страны. Совсем скоро состоится второй. Он, конечно же, будет опять-таки связан с этой темой. И что приятно, он пройдет в рамках Всемирного фестиваля молодежи в сентябре в Екатеринбурге, где помимо представителей народов нашей страны еще соберутся представители практически всех государств. И я уверен, что мы будем видеть там такое же единство. Ну и такой еще один проект, который мы там анонсируем и представим впервые. Это большая выставка, сложная задача. Мы хотим сделать выставку, которая бы позволила познакомиться со всеми народами России в интерактивном
тактильном формате можно на себя, да, как-то примерить, посмотреть, погрузиться в историю, в культуру и будущее. И надеюсь, что после этого форума мы ее прокатим по всей нашей стране. Вот как-то так. Спасибо, Максим Алексеевич. Символично, что открытие года, как вы уже сказали, состоялось в Национальном центре «Россия». И вообще общество знания стало опорой для многих ведомств и организаций в реализации Года единства. Даже если посмотреть на основной его план, мы действительно очень благодарны за все, что вы делаете для объединения усилий, для таких проектов, как наш. Александр Владимирович, спасибо большое, то, что вы сегодня с нами. И хотела задать вам вопрос о сохранении историко-культурного наследия. Мы понимаем, что сохранение историко-культурного наследия невозможно без участия молодежи. Какие форматы сегодня действительно помогают подросткам почувствовать связь с историей России? Да, добрый день, спасибо за вопрос. Но что я хочу сказать? Посмотрите, мы с вами поем «Братских народов союз вековой». Ну, вообще, на самом деле, многовековой. Да? И тут же буквально в соседней строчке «Мудрость народная». О чем это говорит? О том, что мы осознанно в гимне, в этом символе нашего единства, фиксируем, что, во-первых, мы братские, и в этом смысле семья семей – это тоже о чем? Это о чем метафора? Метафора о том, что мы разные, внутри мы какого-то сообщества под названием «народ» находимся в семейных отношениях, но мы при этом семья семей, и в этом отношении мы большая семья, внутри которые есть еще народы. И когда мы говорим о единстве народов России, мы задаемся вопросом, а про какое единство мы говорим? Что мы имеем в виду? Ну, какое единство? Как вы считаете? Есть варианты? Гражданское. Мы говорим о гражданском единстве, потому что что объединяет народы России? То, что они народы России. И все мы граждане России. Мы по гражданству своему, да, имеем друг другу сопричастность. Мы сограждане еще так называем друг друга сограждане. То есть у нас общее гражданство. Вот там есть одноклассники, есть партнеры, есть... Ну, вот это тоже какое-то единство, да? А есть сограждане. Вот мы все объединены гражданством. И именно благодаря российскому гражданству у нас появляются права. Да, обязанности у нас тоже появляются, но и права. И то, что Россия – страна возможностей, вы начинаете понимать с детства, когда у вас появляются различные возможности участвовать в конкурсах, фестивалях. Вот вы здесь тоже собраны в этом прекрасном национальном центре. И вас объединяет первое, что вы граждане, второе, что вы молодые граждане, и третье, что вы поучаствовали в конкурсе. И посмотрите друг на друга, вы же очень разные. Вы все индивидуальности. И при этом вы еще в национальных костюмах. И когда-то было время, когда люди стыдливо относились к своей национальности. Или, ну, как-то вот было странно, если люди появлялись в кокошнике или в национальном костюме. А сегодня Россия – это страна, в которой этого не стыдятся. Многообразие – это норма. И кокошники – это даже модно. Да? Если мы говорим про русский костюм. То же самое и про костюмы других народов России. Вы сегодня не по принуждению пришли сюда, а потому что вы действительно представляете большое культурное многообразие нашей страны. Страны, которая очень чувствительна к этому многообразию, которая очень ценит это многообразие. Ведь у нас такая вот многоукладная страна. У нас страна, в которой есть мегаполис с таким постсовременным, как говорят социологи, укладом жизни. Очень динамичным, с метрополитенами, с вертолетами, которые летают там периодически. Периодически не летают, но периодически летают. Вот. А есть индустриальные города, промышленные города, а есть города с высокотехнологическим укладом, поволжские миллионники. А есть города и села, которые живут традиционным укладом, например, на Северном Кавказе. И есть у нас народы, которые кочуют.
Они живут таким вот, ну, как говорят, архаическим образом жизни. Они ведут кочевой образ жизни. Они полгода кочуют из одной, там, Архангельской, например, области до Саха-Якутии, потом стойбище, потом обратно. И было время, когда я вот как раз работал в Министерстве регионального развития, возглавлял департамент межнациональных отношений, а потом департамент государственной национальной политики. И мы занимались тем, что мы обеспечивали в том числе и права представителей коренных малочисленных народов, потому что у многих из них в паспорте было написано место прописки – тундра. Вот кому-то, может, смешно. Ну, тундра, и естественно, потому что они же кочевые, вот в тундре где-то у них они прописаны. Ну, это означало, что у них нет некоторых возможностей, которые есть у всех нас. Им сложно было понять, где должны им предоставлять медицинские услуги, где там услуги, связанные с выплатами и так далее. И поэтому придумали концепцию, что их начали прописывать в каких-то конкретных муниципалитетах, да, и решили таким образом проблему. А как решить, например, проблему, если народ кочует, а как же получать образование? И тогда придумали, что выплачивают мамам, которые воспитывают детей, определенную субсидию. Да? Вот такая у нас удивительная страна. С одной стороны метрополитены, скоростные поезда, цифровые сервисы, госуслуги, в том числе сервисы, которым завидуют и за рубежом, потому что действительно такую мультифункциональность встретишь не во всех странах, можно сказать, и редко где встретишь. Может, Китай, да и мы. Вот. Если уж совсем по чесноку. А молодежь может себя реализовывать практически во всем. Потому что у нас есть волонтерские движения, связанные с культурой. У нас есть громадное количество центров молодежных и форм реализации молодого человека. Я не говорю, что там про конкурс продвижения первых, про возможности поехать на Тавриду, на Машук. На Машуке у нас прям это пространство, которое, кстати, вместе с общественным знанием в том числе, адаптировано именно по межнациональные смены. Таврида – это пространство, где молодые деятели культуры встречаются, общаются. Арт-мастерс – это чемпионат творческих компетенций, бэкстейдж профессионалов, то есть ребят, которые занимаются дизайном, там, композиторским искусством, звукорежиссурой, светом и так далее. И у нас в том же самом арт-мастерсе есть юниорская компетенция от 14 до 17 и взрослая от 18 до 35. И вот сейчас ребята, например, будут в этот год Единства народов снимать 10 музыкальных клипов. Музыку будут писать тоже молодые ребята вашего возраста, а стихи будут брать народных поэтов и будут снимать вот в 10 регионах музыкальные клипы, которые потом пойдут в интернет и по телевидению будут показываться. И дальше будут, например, делать шоу в мастерской 12. Ребята по 5 компетенциям, это и стилисты, и художник по свету, мастерской, механик сцены, значит, дизайнер виртуальных миров и так далее, моушн-дизайнер. И вот такая будет создана команда из этих специалистов, их будет 10, и они будут делать такие шоу. То есть сегодня, неважно, хотите вы реализоваться как творческий человек, как молодой профессионал, в любой, в рабочей, в творческой профессии, хотите поучаствовать, получить компетенции сценариста, пожалуйста, в Артмастерсе есть и такие, продюсера, пожалуйста. И таких у нас чемпионатов очень много. И марафон общества знания, кстати, это тоже возможность что-то узнать о ваших возможностях, как граждан Российской Федерации, как представителей разных народов, которых объединяет как раз вот гражданство. Поэтому уникальная страна. Любите нашу страну, любите свою страну,
помните, что вы часть этой культуры, и все наши практически проекты, все российские проекты, все проекты платформы «Россия. Страна возможностей» и так далее, все, что касается молодых людей, обязательно проникнуты смыслами и ценностями. Есть 809 указ президента о традиционных духовно-нравственных ценностях. Эти ценности начинаются с ценности жизни. Почему? Потому что только живой человек является носителем ценностей. И дальше уже, о чем Яна Валерьевна, например, сказала, об обостренном чувстве справедливости. Справедливость – это ценность. О преемственности поколений, потому что, чтобы быть носителем ценностей, нужно что-то воспринять от поколений предыдущих. Вот сидят, например, ваши родители или педагоги, да, они люди старшего поколения, они вам что-то передадут, а потом вы передадите своим детям. Будет такое время. Мы тоже, вот Яна Валерьевна, молодая, прекрасная женщина. Вот. Я сильно уже старше, но я тоже помню себя таким, как вы. И мне тоже казалось, что впереди очень длинная жизнь. Поверьте, она стремительная, она очень интересная. И поверьте, было время, в 90-е годы были катастрофические данные социологии, потому что подавляющее большинство молодых людей хотели уехать либо временно, либо надолго из страны, потому что страна, большая советская страна распалась, была очень тяжелая экономическая ситуация. Вы даже не представляете, насколько родители ваши могут рассказать. Безработица, все такое. И для того, чтобы мы сейчас в этом прекрасном зале в совершенно другой экономической ситуации сидели и обсуждали это, нужно было пройти вот года возвращения себе суверенности, возвращения себе субъектности, возвращения себе гордости за наше прошлое. Вот. Поэтому вы часть большого, великого историко-культурного наследия, и у нас есть чем гордиться, и было чем гордиться, и будет чем гордиться. И вы частью этого большого. Спасибо. Спасибо, Александр Владимирович, за такой диапазон возможностей. А у ребят как раз девиз у проекта «Разные, молодые, смелые и вместе». И вместе сегодня в Национальном центре «Россия». Поэтому, Анастасия Викторовна, Национальный центр «Россия» работает под девизом «Создавая будущее». Каким вы видите вклад сегодняшних школьников и студентов в это будущее? Спасибо большое. Добрый день всем, ребята. Здравствуйте. Я когда вошла в этот зал, здесь происходит множество мероприятий ежедневно, вы знаете, да? Мы работаем со вторника по воскресенье, и несколько мероприятий в день происходит. Вы очень красивые, я вам искренне говорю. Это один из самых красивых залов, которые я видела. Очень красивые костюмы. Вы тоже спасибо, что пришли сегодня, вот в этот летний день, да? Вы не где-то там загорать пошли, а пришли сюда поговорить об очень-очень важной теме, о своей родине. И вот Александр Владимирович сказал, что были сложные времена, 90-е. Я тоже в них жила, училась, как раз заканчивала школу, поступала. И вы знаете, у меня никогда не было желания уехать из страны, потому что в любой стране, в любой, абсолютно в любой, есть разные периоды. Бывают тяжелые, и в этот период, вот я бы никогда не хотела уехать, при любом периоде. И мои родители, и бабушка, дедушка, да, и воевали все, и сражались, и до Берлина дошли. Никогда не было желания уехать, потому что это то же самое, что предать свою маму. Ведь не просто так говорят «родина, мать». Вот какой бы период ни было, я всю жизнь всегда буду очень любить свою маму и буду... Я считаю до сих пор, что я должна, чтобы ни было, понимаете? Потому что она прошла сложный период, моя бабушка прошла еще более сложный период, участник Великой Отечественной. И вот когда в тебе есть впервые вот это чувство, когда ты любишь и понимаешь, что ты хочешь что-то сделать, да, для этого человека. Ведь это все не просто так. Наш президент говорит о том, что Россия – это семья семей. Ведь Родина, она с чего начинается? Она начинается с семьи, с отношения в семье, да, а любые отношения, как говорил Максим, это взаимность. Они строятся по принципу взаимности, и все-таки каждый, меня так воспитали, начинает с себя. Вот я приведу тоже пример. Я когда училась в институте, у меня была подруга.
И ей некуда было отдыхать, и, конечно, мы ее пригласили, потому что мы все время всей семьей выезжали на море, как раз в Абхазию. Вот, и мы предложили ей поехать с собой. Ну, она, конечно, поехала, ее провожала мама. Хотя мы уже были там на 3-м курсе, взрослые. И я видела, как она переживает, эта мама. Ой, пожалуйста, вот вы там по ней побеспокойтесь, вот я ей дала денег, и все, и все. И я ей потом говорю, какая у тебя хорошая мама. Она говорит, да, но у меня к ней есть вопросы. Вы понимаете, столько лет прошло, а у меня до сих пор это в голове, меня настолько это потрясло. А как это так, у тебя есть к маме вопросы? Ну как такое? Она о тебе заботится, она тебя воспитала. То же самое к родине. Вот у меня было всегда ощущение, что я что-то должна. Мы все бедно жили в 90-е. Да? Я помню, как я училась, подрабатывала, как я купила около метро первую свою землянику и с таким счастьем отнесла домой. И всю семью как бы говорю, вот это моя первая зарплата, понимаете? И у меня счастье было от этого, что я что-то могу уже. И людям от этого, в семье, родине делаю как бы больше. Ну, я тут, наверное, тоже долго говорить не буду. Я просто скажу о том, что Россия действительно, на самом деле, страна возможностей. Это самая большая страна в мире, и это не просто данность, это достижение наших предков, которые... Потому что многие воспринимают как данность, как природу. Нет, то, что наша страна самая большая страна в мире, это далось нашими предками очень и очень тяжело. Мы первые, кто полетели в космос. Представляете, русский человек, советский человек, что может быть вообще вот покорение космоса? Это первое, это достижение. Пожалуйста, движение первых, Росмолодежь. Национальный центр России создан нашим президентом в том числе и как в первую очередь для реализации нашей молодежи. Вы знаете, у нас есть школа юного журналиста, школа юного экскурсовода. У нас работает пространство возможностей, где дети могут бесплатно приходить и пробовать себя в журналистике. Хочешь радиостудия, хочешь блогерская, хочешь приходи в школу юного журналиста. У нас проходят разные мероприятия, самые значимые. Приходите, у нас завтра будет большое мероприятие, мы делаем вместе с Калининградом, с администрацией президента. Будет большое просветительское мероприятие, посвященное Дню России. Будут выступать наши знаменитые артисты, будут оживать картины Третьяковской галереи, будет со своим оркестром Юрий Башмет. Пожалуйста, приходите. Это тоже все бесплатно. А это и есть то образование, просвещение, на котором все зиждется. Поэтому спасибо вам, что вы сегодня с нами в этот жаркий день. И, пожалуйста, пользуйтесь теми безграничными возможностями, которые дает нам наша страна. Спасибо. Спасибо, Анастасия Викторовна. Национальный центр России действительно стал сердцем, стал домом мероприятий Года единства. Мы вам очень благодарны за это. И сейчас мы переходим к самой интересной части нашей встречи. Мы дадим слово нашим зрителям. Сегодня у нас в зале воспитанники детского лагеря «Дружба». Давайте поаплодируем друг другу. Друзья, я предлагаю выстроить нашу работу совместную таким образом. Вы поднимаете руки, к вам подойдут наши модераторы. Не забывайте представляться. И я предлагаю задать первый вопрос из зала. Пожалуйста, прошу наших модераторов. Да, вот уже есть первый вопрос. Здравствуйте, меня зовут Жужгинова Марина, мне 16 лет, я ученица МБОУЦО номер 19 города Тулы. У меня вопрос к Баринову Игорю Вячеславовичу. Год единства народа России – это про то, что мы должны не только объединяться... Извините, пожалуйста. Ой, не волнуйтесь. Мы вами гордимся. Это очень важный праздник. Как сохраняться единым целым, но при этом не забывать свои корни? Ну, в нашей стране это достаточно просто сделать. Ну, как правильно Александр Владимирович сказал, у нас многовековая история сожительства вместе. И при этом, посмотрите, нам удалось, последняя перепись, 194 народа. И каждый народ сохранил свои традиции, обычаи, культуру, язык. Язык как основа самоидентификации любого народа. Но при этом мы чувствуем себя единым целым. И чтобы как-то так более понятно рассказать, приведу один пример. Ну, я избирался 3 раза в Государственную Думу, и уже когда работал в правительстве с одним из своих бывших коллег, мы разговариваем.
Он сам из Дагестана. В возрасте, говорит, ты понимаешь, Игорь, я вот иногда себя ловлю на мысли, что я ощущаю себя и русским, и кумыком. Он кумык. Я говорю, а тебя это беспокоит? Он говорит, нет, просто начал с возрастом над этим задумываться. То есть для нашей страны вообще такая многоуровневая самоидентификация, она характерна. И в ней она не противоречит, эти самоидентификации не противоречат друг другу. Вот это мой бывший коллега, товарищ, он кумык. И в Дагестане он воспринимается как кумык. На Кавказе он уже воспринимается как дагестанец. В России он воспринимается как кавказец, а за рубежом он уже русский. Он, кстати, работал в Африке и говорит, абсолютно, ты точно заметил, я был для всех там русским, и я ощущал себя там русским. Поэтому у нас все есть возможности для того, чтобы сохранять свою культурную самоидентификацию и при этом чувствовать себя частью большой, огромной, разнообразной страны, одним народом. И хочу сказать комплимент. Очень красиво выглядишь, замечательный костюм. Привет, Туля. Спасибо, Игорь Вячеславович. Спасибо за ваш вопрос. Вы открыли нашу дискуссию. Я предлагаю как раз этой части зала подключаться. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Антонова Алиса, мне 16 лет. Я учусь в школе номер 182 в городе Нижний Новгород. И у меня вопрос для Лантратовой Яны Валерьевны. Вот вы прошли такой большой путь, столкнулись с различными трудностями. Скажите, пожалуйста, каких принципов вы придерживаетесь при работе с обращениями граждан? Спасибо большое. Знаете, я как-то задалась вопросом. У меня был разговор. Мне было интересно, какие должны быть самые важные качества у политика, у лидера. И я думала, наверное, он должен быть очень грамотным и образованным. Думала, наверное, он должен быть ответственным. И мне один человек сказал очень интересную вещь. Главная ценность и главное качество у политика, лидера должно быть одно. Это любовь к людям. И вот знаете, что в моей жизни очень интересно было? Я начала с гражданского общества, поработала в регионе, потом поработала на федеральном уровне, потом стала чиновником, потом избралась в Государственную Думу, и сейчас работаю в качестве уполномоченного. И когда я была юная, только начинала свою деятельность, мне казалось, что чиновники, они такие вот, сухие, что они, как я когда-то даже сказала, бесчувственные. И у меня была такая позиция. У меня была такая позиция. И вот однажды было большое мероприятие с участием президента, и президент сказал, очень важно, чтобы стать профессиональным, попробовать себя в разных качествах. И когда я стала чиновником, я вдруг поняла, почему общественники не понимают чиновников, а почему чиновники не всегда понимают общественников. Потому что, будучи чиновницей, я однажды получила письмо от женщины из аула Дагестана как раз. Она была беременна 5-м ребенком и вышла гулять со своим мужем. И подъехал кортеж, какие-то люди такие, не очень порядочные, и они матерились между собой. И мужчина, видя, что рядом его дети, сделал замечание. И человек достал пистолет и выстрелил ему в голову. В этот момент жена беременная подбежала к нему, и у нее начались преждевременные роды. Она родила ребеночка с инвалидностью. Ей, чтобы похоронить мужа, пришлось взять микрокредит, займ, который очень быстро стал огромной суммой денег, которые были неподъемны для нее. И вот она пишет письмо и рассказывает свою историю жизни, говоря о том, что на работу ей не устроиться, денег, чтобы отдать микрокредитный займ, нету, уголовное дело не возбудили, а в конце, говорит, еще и сестра заболела онкологией, и теперь на руках у меня
8 детей. И в этот момент, будучи чиновницей, а я уже до этого была общественницей, я вдруг подумала, что я могу сделать? Я позвонила тем контактам, которые были в МВД, и добилась возбуждения уголовного дела. Те, кто все это совершил, выплатили ей компенсацию, и она закрыла микрокредитный займ. Мне удалось устроить ее на работу в социальный центр, куда она устроила своего ребеночка с инвалидностью, а ее сестру положили в Чеченскую республику на лечение от онкологии. Так вот, знаете, мне для того, чтобы все это сделать, понадобилось минут 10. Но я так за нее переживала, что мне хотелось ей помочь. Но как чиновник, работая на определенном уровне, я так делать не могла, потому что у меня есть очень четкие вещи. И вот знаете, я пришла чиновником с начальника отдела, замдиректора департамента, и я помню, чтобы тебе приходит обращение, и ты можешь помочь только в части своей компетенции. И то тебе нужно согласовать со всеми структурами, потом с директором департамента, потом с заместителем министра, потом с министром, и только потом спустится это письмо. И вопрос в том, что зачастую, когда мы молодые не понимаем и ругаемся, обижаемся на чиновников, то дело в том, что есть требования компетенции, которые есть, и выше ты пройти не можешь. Так вот, вот эти знания очень сильно мне помогли в жизни. Когда я стала депутатом, я и сейчас уже как уполномоченная, я своей команде сказала, что если к нам пишет человек, и неважно, ты читаешь обращение и понимаешь, это в МВД, это прокуратура, это губернатор, это управляющая компания. И ты пишешь не просто пересылку, а пишешь 5, 6, 7 писем на одно обращение. И только тогда человек гарантированно получает помощь, потому что каждое ведомство помогает части своей компетенции. Это не обязанность депутата, это не обязанность, наверное, это не прописано в должностном регламенте, но это идет только если ты любишь людей и если ты хочешь помочь. Потому что все беды в мире происходят по вине безразличных людей, которым все равно. Поэтому на самом деле у нас очень много порядочных, неравнодушных чиновников. У нас очень много замечательных, неравнодушных ребят. И я вам желаю быть неравнодушными. Спасибо. Спасибо, Яна Валерьевна, за такой открытый, честный, добрый, взрослый диалог. Мы вам такой и обещали. Вот у нас следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Стуклов Алексей, мне 16 лет, я ученик МБО СОШ районного поселка Тамала Пензенской области. Максим Алексеевич, вопрос вам. Так как сейчас начались летние каникулы, и школьники по всей стране разъезжаются по лагерям или проводят время дома, скажите, чем бы вы советовали заняться в свободное время? Может быть, есть какие-то проекты от Российского общества знания, в которых мы можем принять участие уже этим летом? Да. Ну, абсолютно точно есть такие проекты. Я сначала думал спросить, кто из вас бывал в лагере, потом вспомнил, что уже все вроде из лагеря. Так что, вероятно, все бывали. Друзья, смотрите, конечно, летом, если говорить про школьников, мы даем возможности лагерям. Кстати, недавно проводил опрос Артек, и они спрашивали, что сегодня вообще вот представляет собой лагерь, что от него ждут ребята, родители. И оказалось, что это не про просто отдых или море позагорать, а это запрос на разные развивающие, в том числе просветительские практики, форматы. И общество знания здесь готово поддержать, помочь. У нас большое количество наших интересных экспертов приезжают с мастер-классами по разным совершенно темам, разным навыкам в лагеря, устраивают кинопоказы, викторины, игровые форматы просвещения. Более того, мы решили пойти дальше, и чтобы сделать более массовый охват, решили помочь вожатым. Это тоже проводники знания. Юные, но проводники знания. И подготовили для них готовые сценарии, методички для проведения разных форматов такой групповой работы, чаще всего игровой или связанной с кино, с просмотром. Так что спрашивайте у своих вожатых, требуйте и говорите, чтобы обращались к знанию, а мы будем помогать вам наполнять время и пространство в лагере. Спасибо. Спасибо, Максим Алексеевич.
Спасибо за ваш вопрос. Я думаю, справедливо нам, да, с этой стороны передать микрофон. Здравствуйте, меня зовут Карпчу Анна, мне 16 лет, и я с Чувашской республики. Я хотела бы задать вопрос Анастасии Викторовне. Часто ли вы общаетесь с современной молодежью со всей страны? И... Секунду, сейчас. Все хорошо. Часто переживаю. Переживай, пожалуйста. А мы вас с удовольствием поддерживаем. Часто ли вы общаетесь с активной молодежью, и в чем ваш секрет? Спасибо большое. Очень красивый костюм и очень хороший вопрос. Спасибо большое. Ребят, будьте уверены в себе. Не боги горшки обжигают, правда. Мы все ошибаемся, и мы все, кто здесь сидим, до сих пор ошибаемся и будем. Пожалуйста, это ничего страшного, не переживайте. И ошибаться тоже это вполне нормально. Это природа нас всех так устроила. Все хорошо. Часто общаемся. У нас, вы знаете, здесь работает и школа юного журналиста, и школа юного экскурсовода. У нас проходят на еженедельной основе просветительские мероприятия, и в том числе и с обществом знания. Спасибо большое коллегам. У нас проходят масштабные культурные события. У нас работают волонтеры. Спасибо большое нашим добровольцам, Минобру. С нами уже заключили соглашение больше 50 вузов. И ребята бесплатно приходят сюда, помогают всем в организации мероприятий, в том, чтобы встречать наших гостей. Да, мы работаем много с молодежью и видим, что она у нас просто чудесная. И все возможности есть для того, чтобы реализоваться и сделать счастливыми и себя, и свою семью, и людей вокруг, и нашу страну. Спасибо. Спасибо, Анастасия Викторовна. У Анастасии Викторовны много, на самом деле, секретов. Я сама недавно у нее брала рекомендацию по литературе. Вдруг зададут вопрос, какая книга. Но очень благодарна. Читала? В процессе. Вот меня никто не видит вечерами, потому что... Но у нас следующий вопрос. Пожалуйста. Всем здравствуйте. Меня зовут Скачкова Мария, мне 16 лет. Я учусь в колледже Президентской академии города Москвы. Я хотела бы задать вопрос Журавскому Александру Владимировичу. 2026 год единства народов России. Расскажите о самых ярких и удачных примерах молодежных проектов на эту тему. И в чем же их все-таки секрет? Все хотят секреты. Спасибо. Ну, это, конечно, не нам задавать вопросы про лучшие молодежные проекты, а вам их оценивать. Потому что на самом деле, было бы странно, если бы мы в год единства народов России все как один стали бы заниматься национальным вопросом, чтобы в следующий год заниматься другим. Вот в стране устроено по-другому. Мы все живем в этом многообразии. Мы же говорим «семья семей». Нельзя же находиться, быть семьей год, а потом все, занимаемся другим вопросом, забыли про семью. Нет, все устроено по-другому. Год объявляется президентом для того, чтобы акцентировать очень важные темы в нашей стране. Ну, был год семьи, например, да? Потом год защитников Отечества, год единства народов. И это не значит, что мы занимаемся этими вопросами только год. Нет, мы обращаем внимание и свое, и органов власти, и общества, да и, в общем-то, мира на то, что является уникальными нашими особенностями. А если говорить о том, что уникального в этом году, потому что весь год мы занимаемся этими вопросами и межнациональными отношениями, гармонизациями их, и культурой народов России, но если говорить о каких-то особенных событиях этого года, то я могу сказать, что 4 ноября в Нижнем Новгороде впервые состоится фестиваль народов России. Естественно, очень много там будет молодежных проектов. И он будет впервые, но дальше он будет кочующим. Ну, что это означает? Что другие города будут участвовать в конкурсе на право проведения такого фестиваля 4 ноября. И вот с этого года ежегодно будет проходить такой фестиваль. И это вот
особенности этого года. В этом году, вот Максим Алексеевич уже об этом упоминал, в Екатеринбурге в сентябре состоится Международный молодежный фестиваль. Там будет 5000 наших сограждан, то есть россиян, и 5000 ребят из-за рубежа, молодежи из-за рубежа. И там будет и разные шоу, и разговоры, и батлы, и TED-шоу, и TED-презентации, и много еще чего. И гастрономический фестиваль, представляющий народ России. И каждое из событий этого года, неважно, это там день значит, коренных малочисленных народов Российской Федерации, или День народного единства, или День России. Каждый праздник в этом году насыщен темой единства народов. И естественно, что в каждом из этих праздников, празднований обязательно есть место для молодого человека. Потому что чем отличается молодой человек от немолодого? Не только количеством лет, а тем, что вы еще не знаете, что этого нельзя достичь и сделать. Вы максималисты именно потому, что вам кажется, что все возможно. И это прекрасное время, потому что действительно именно в этом состоянии очень часто достигаются большие результаты. Поэтому пользуйтесь этим временем, реализуйте себя. Все возможности есть. А страна наша, еще раз, просто маленький сюжет. Нам часто пытаются из-за границы рассказать, как надо. И было время, когда мы очень внимательно изучали этот международный опыт. Но скажу вам, что в части межнациональных отношений или в части национальной политики у России всегда были беспрецедентно лучшие практики. И в России еще до революции начали формировать, например, письменность до того бесписьменных языков. Вот вы можете удивляться, мы говорим, что у нас там 194 народа, и дальше будут самые разные цифры, какое же количество у нас языков. Потому что есть разная классификация, кто-то говорит 155 языков, кто-то говорит у нас 269 языков и диалектов, кто-то говорит меньше, больше. Это ученые. Да? Приведу вам пример. Например, мордовский язык. Мы говорим, мордовский литературный язык. Он есть? Есть. Кто здесь из Мордовии? Вот, мордовский. Но есть Эрзя, Мокша, Шокша. Есть как бы то, что это называется. Тоже кто-то говорит язык, кто-то говорит там, диалект. Есть марийцы, но есть горные мари, луговые мари. Кто из у нас мариэл? Есть? О, подтвердят, что я не соврал. Да? И это и есть великое многообразие, которое сохраняется в нашей стране. Так вот, когда мы этим занимались еще в XIX веке, а потом в Советском Союзе еще сразу практически там из Российской империи в Советский Союз перекочевала система образования на родных языках, и возник институт Герцена, который до сих пор существует в Санкт-Петербурге. А подобные университеты коренных народов в Канаде и в США возникли только в 60-е и 70-е годы. То есть мы опережали эти страны, которые называют себя странами передового опыта работы с национальным вопросом, хотя это не так совершенно, с их ассимиляцией, с их плавильным котлом, концепцией размывания этнической и религиозной идентичности. Вот. Так вот, они обратились на 100-80 лет позже. Вот разница и дистанция, когда у нас уже была система образования, обучения, создание письменности для десятков народов. Вот просто даже за период Советского Союза с 17 по 1934 год было создано около 46 алфавитов для 46 народов. Представляете, как работали мы? Они в это время, извиняюсь, создавали резервации и всякие ужасы. Вот я никак, Яна Валерьевна, не хочу вас пугать рассказами о том, что было. Вот. Но чтобы вы не представляли себе, что было, что есть ужасы только и в нашей стране, с которыми борются. Но
поверьте, на Западе в резервациях происходили совершенно чудовищные ситуации. Сейчас масса уголовных процессов спустя десятилетия, где те или иные так называемые aboriginal peoples, аборигенные народы, предъявляют иски и крупным компаниям, и государству Канады, государству Соединенные Штаты Америки, и выигрывают эти суда. Это просто ужасные вещи творились. И, конечно же, самый простой маркер – это образование. У нас самые образованные представители народов. И даже малочисленных народов самые образованные, если сравнивать с другими странами, включая западноевропейские, неважно, это Швеция или Финляндия, или Канада, Соединенные Штаты Америки. Поэтому мы лучшие. Спасибо, Александр Владимирович. Я знаю, что у нас уже готов следующий вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Петровская Елизавета, я студентка Краснодарского филиала РЭО имени Плехановой, мне 17 лет. В рамках фестиваля «Содружество» мы создавали собственные символы единства. Выбрали всего 5 образов. Это колос, тройка лошадей, венок, береза и хоровод. А какой символ единства могли бы назвать вы? Как вы считаете, что лучше всего отражает многообразие нашей большой страны? Спасибо, дорогая. Я понимаю, что это вопрос ко всем спикерам, поэтому я предлагаю начать, Игорь Вячеславович, с вас и дальше передать следующему спикеру. Во-первых, хотел бы сказать, что вы молодцы. И здорово сгенерили символы для нашей страны. Но мне кажется, что нас можно вообще в принципе ассоциировать с такой большой и сильной рекой, у которой много притоков, которые вливаются в нее. И при этом каждый приток, он же своеобразен сам по себе, но река оставляет его таким, как он есть, не убивает своеобразие, а только принимая в него воду и становясь сильнее. Так и мы вбираем в себя огромное количество народов с их культурой, традициями, обычаями и становимся от этого сильнее. Поэтому нам все по плечу. Яна Валерьевна. Знаете, очень трудный для меня вопрос. На самом деле это удивительно, потому что каждый из тех образов, о которых вы говорили, он как раз ассоциируется с нашей страной. И действительно, она настолько великая, настолько многогранная, настолько абсолютно разная, но все равно мы вместе. И с одной стороны, мне почему-то пришло сейчас в голову вот этот уникальный пейзаж вот этой тихой русской природы. Вот такой уникальный и вроде бы с одной стороны простой, но такой настоящий, такой необычный. И уже к этому пейзажу можно добавлять любые те образы, которые придумали вы. Максим Алексеевич. Ну, знаете, у меня в продолжение того, что говорил Александр Владимирович, мне кажется, главный символ единства – это все-таки флаг России. У меня образа лучше не возникает. Наверное. Да. Спасибо, ребят. На самом деле потрясающую креативность вы проявили, потому что действительно все, о чем вы говорили, это символ единства, символ множественности во единстве. И это хорошие образы. Но понятно, что есть государственные символы, которые нас всех объединяют. Это действительно и гимн, и герб, и флаг Российской Федерации. И это то, что делает нас с вами частью большого, единого, общего, и цивилизационного, и странового, государственного. Вот. Но у меня, как это ни странно, у меня образ птицы Феникс. Потому что наша страна, она периодически испытывает какое-то тотальное давление извне. Ее постоянно пытаются втянуть в войну. Мы на самом деле очень иррациональная страна, нерациональная страна. Потому что рациональные страны не спасают мир. Рациональные страны живут ради коротких дистанций, ради корыстных интересов. А нам это чуждо. Мы так много спасали Европу, мир. Мы часто делали совершенно нерациональные и непрагматические действия. И, как показывает история, это происходит несколько раз в столетие. Вот.
И в 20-м, и в 19-м, и в 18-м, и в 17-м. Посмотрите, изучайте историю. Но при этом мы самая большая страна в мире. При этом мы, вот так, если уж по-честному, одна из 3 стран, которая является центром силы, которая определяет правила игры. Поэтому птица Феникс. Да, мы каждый раз возрождаемся, иногда из пепла послевоенного, иногда из пепла после распада большой страны Советского Союза, когда, казалось бы, все уже, экономика подорвана, армии нет, олигархи и все такое. Да. Но смотрите, и так будет всегда, потому что это большое мистическое, громадное место, место силы, как говорят геополитики, Хартленд. Вот, понимаете? У нас, у России очень много названий. Быть сопричастным этому большому мистическому месту, которое находится под покровом небесных сил, это большое счастье. Анастасия Викторовна. Спасибо большое. Но вот Александр Владимирович сказал, ну, конечно, тут дополнить сложно. Вот, целиком полностью согласна. Строится новое здание Национального центра, и про Покров, под покровом сил небесных, под которым находится Россия, строится новое здание Национального центра России. У него крыша тоже сделана как покров небесных сил. Вот. Мы не знали, не общались до этого, но вот что значит, да, высшие силы небесные. Спасибо за ваш вопрос. Это хоровод. С моей точки зрения, это хоровод. И мы в Национальном центре России здесь тоже постоянно проводим мероприятия в честь этого года. И мы проводили хоровод. Показываем разные танцы разных народов. И вот у нас была презентация, у нас был открытый диалог. К нам приезжало около 70 стран мира. И мы сами, когда смотрели, мы не верили. То есть иностранцы не понимали, это что, это ваша Россия или это вы со всего мира коллективы привезли? И мы иногда не верили, насколько наша страна разная и интересная. И когда ты смотришь вот культуру, вот на одной сцене 1,5 часа идет мероприятие, ты, ну, вот не веришь, необыкновенное ощущение. У нас следующее наш такой спектакль, он будет в ноябре, как раз вот, когда у нас будет единство. Тоже всех приглашаю, приходите. Спасибо. Спасибо, Анастасия Спасибо Викторовна. вам большое за такие интересные развернутые ответы. И позвольте, пожалуйста, вам вручить небольшие подарочки. Это брелочки как раз-таки с теми символами единства, которые создавали участники нашего фестиваля. Пожалуйста. Спасибо большое. Мне так неожиданно приятно. Ой, как и здорово. Такие творческие и уникальные идеи. Мы видим здесь все символы, которые только что озвучили, которые сгенерировали наши ребята из проекта «Содружество». Спасибо большое. Благодарим вас. Это, знаете, как у нас у каждого в России есть уникальный компас ценностей. Это наше русское сердце, русское слово звучит гордо. И все ваши символы мы также забираем как символы важные и значимые для всей нашей многонациональной страны. Спасибо, друзья. У нас еще есть время на 1-2 вопроса, поэтому я прошу спикеров пока остаться в зале, потому что я видела, что ребята тянут руки, и не хочу, чтобы они остались без внимания. Пожалуйста. Здравствуйте, я Ширинкин Дмитрий, мне 15 лет, я учусь в средней школе номер 3 Грибанского района Воронежской области. И у меня вопрос для всех гостей. Как, на ваш взгляд, должен быть образ современного героя России для молодежи? Да, давайте тогда теперь, Анастасия Викторовна, с вас начнем. Раз вопрос ко всем нашим спикерам, то пусть у нас будет хоровод. Современный образ героя сейчас для меня это образ наших воинов, которые участвуют в специальной военной операции. Это очевидно. Мы говорим про самую большую в стране мира всегда, да, и говорим про то, что это достижение всех наших. Вот они сейчас никому не позволяют отнять у нас это достижение. И они защитники, они защищают детей, которые там, семьи, которых много лет уничтожали, убивали.
И они защищают нас с вами, в частности, мы все сейчас здесь сидим, они нас защищают, они позволяют нам развиваться, нашей стране. Наверное, для меня это образ героя, людей, которые жертвуют своей жизнью, самым дорогим, что есть у человека, ради страны и ради других людей. Спасибо. Александр Владимирович. Да, спасибо. Но, знаете, я ответил на вопрос своим романом. Я написал роман «Альтернатива». Он, правда, 16+, не все, наверное, не всем можно читать. Но и там как раз главный герой – это как раз ветеран специальной военной операции, которая после комы просыпается в 2033 году. И в 2033-2034 году, в общем, по сути, вместе с многонациональной командой спасает мир от глобальной катастрофы. А мир очень сильно изменился. Все, он живет в преддверии второй Ялтинской конференции. Мир должен сойтись и договориться о правилах игры. Вот. Так вот, во-первых, конечно, человек, который защищает. Человек, который служит. Это герой. Человек, который... А наше служение, оно не такое, как служение, например, в западных странах. И наш герой отличается от западного героя тем, что для них герой – это супергерой. Вот супергерой. Там, вселенная Марвел. Вот она из чего? Что она так? Что это себе представляет? Все же смотрели, наверное, кино. Вселенная Марвел – это вселенная, состоящая из супергероев. Супергерой – это кто? Человек, обладающий суперспособностью. Он эту суперспособность приобрел благодаря чему? Не благодаря чему, а просто в силу своего генезиса. Вот у него там родственники были супергерои. Или потому что там ему кто-то вколол в результате какого-то биологического, химического опыта. Или инопланетяне его забрали и сделали супергероем. А наш герой какой? Наш герой всегда типологический. Герой, который преодолевает. Герой, который жертвует собой. Иногда делая сложный выбор между долгом и жизнью, долгом и даже семьей, как это не страшно звучит, потому что это настоящий экзистенциальный выбор героя. И наши герои, типологически, это герои, которые готовы пожертвовать жизнью ради близких. У нас поговорок таких много, да? «Сам погибай, товарища выручай», например, да? И много-много еще другого. Та самая мудрость народная, которую мы поем в гимне, которая нам говорит об этом коллективном героизме. И один в поле не воин, и много еще чего. И это тоже наш коллективизм, это тоже особенность нашего менталитета. Поэтому вот такие наши герои. Спасибо, Александр Владимирович. Максим Алексеевич, вам слово. Вы знаете, в России всегда было, есть и будет очень хорошо с примерами, с образами героев. Ну, конечно, это защитники, конечно, это те, кто сегодня сражаются за наше будущее. Но это и ученые, которые, не покладая рук, работают над нашим суверенитетом, над нашим комфортным, успешным будущим. Наши спортсмены, которые своим примером вдохновляют всех нас никогда не сдаваться, верить в невозможное. Герои окружают нас повсюду. Вот я послушал истории, которые Яна Валерьевна рассказала. Для меня Яна Валерьевна тоже образ героя. Это отличный пример. Многие из вас, ребята, герои. Герои, потому что помогают родным, помогают фронту многие из вас, помогают школе, своему городу и хотят нести вклад в будущее, вклад для своей страны. Поэтому я рад, горд и, наверное, желаю вам окружить себя примерами таких героев, наставников и соответствовать. Знаете, это большая ответственность. Нужно, чтобы наша жизнь, наши поступки, наш выбор всегда соответствовали примеру наших героев. Спасибо, Максим Алексеевич. Яна Валерьевна. Вы знаете, действительно, наши герои — это наши защитники. И каждый из моих коллег сегодня об этом сказал. Герои, которые ценой своей жизни, которые, рискуя своей жизнью, защищают свою страну. Для меня герои — это те волонтеры, которые изготавливают окопные свечи,
Для меня герои — это те люди, которые в глубинках сушат овощи, чтобы сделать домашние супы для наших ребят в зоне СВО, чтобы передать им, чтобы они могли там покушать домашнюю еду. Для меня герои — это молодые ребята, и мы их собирали на площадке, которые шли мимо, увидели, что тонет ребенок, и спасли этого тонущего ребенка, вытащили кого-то из подвала. Для меня герои — это те, кто просто не прошел мимо. Это люди, которым не все равно. Это те, кто любит людей, любит свою страну. И мне очень понравилось, как Анастасия приводила пример про родителей. Я вот слушала и думала, как же вот точно сформулировано те чувства, которые я ощущала внутри себя. Потому что зачастую слышишь слова там «страна должна», страна должна, страна делает. Государство очень много делает, в том числе и для молодежи. Посмотрите, какие уникальные у нас патриотические молодежные форумы, проекты под разные компетенции, то, что делает администрация президента, что делают разные ведомства для молодежи, это уникально. Я помню, когда мы начинали, такого не было. Нам очень хотелось, но таких возможностей, как сейчас, просто не было. А сейчас они есть. И все для этого делается, и благодаря нашему президенту, который очень внимательно относится к молодежи и любит молодежь. И поэтому самое главное задать вопрос не «что страна должна сделать для тебя», а «что ты готов и хочешь сделать для своей страны». Поэтому быть героем может абсолютно каждый. Мы разные, но быть героем может каждый. Спасибо, Яна Валерьевна. Игорь Вячеславович. Ну, кстати, непростой вопрос ты задала, такой философский, молодец. Мы здесь с Александром Владимировичем Журавским, ну, как он уже сказал, много старше всех здесь присутствующих, далеко за 50, я уже бы даже сказал, ближе к 60, несмотря на то, что мы так молодимся с ним. Вот. И в нашем детстве, когда и юности, да, ближе через 2 года, 60. Сам как задумался, сейчас начал думать, как вам отвечать, и испугался этой цифры. Вам же сейчас не верят, все в Яндекс забивают биографию, поэтому отвлекли. Не, ну, видимо, на себя. Видимо, много детей у нас с Александром Владимировичем, и много общаемся с молодежью. И, наверное, от мамы с папой, наших, от мам с папой. Так вот, когда мы учились в школе, когда взрослели, для нас все было понятно с героями. Это были герои труда, это были герои войны, это герои космоса, это были исследователи Арктики, путешественники и так далее. Но потом, когда распалась страна, и кризис был не только в экономике, но и в духовной сфере, как-то исподволь начали навязываться нам другие герои. И героями почему-то там, или, как сказать, примером для подражания для многих вдруг стали там криминальные авторитеты, девушки легкого поведения. Чуть позже это потом люди, добившиеся финансового успеха, олигархи и тусовка из попсы, из шоу-бизнеса. И, к счастью, мы вовремя поняли, что это путь никуда, это путь к распаду страны, это путь к деградации. Да, богатый человек, сделавший состояние, он может быть абсолютно героем и примером для молодежи, но если он добился этого своим умом, своим трудом, и эти деньги еще использует правильно, давая работу, давая технологии, осуществляя какие-то гуманитарные проекты. Вот у меня есть такие знакомые, которые сейчас значительную часть от своих заработных денег отправляют на благотворительность в новые субъекты Российской Федерации или на помощь нашим подразделениям, ребятам, которые воюют в ходе специальной военной операции. И для меня, и я надеюсь, что для вас сейчас все-таки представление о героях нашего времени постепенно меняется. И это может быть и врач, ученый, рабочий, конечно же,
военные. Я буквально вчера вечером вернулся из Тывы с командировки, и я видел там этих героев из разных сфер. Вот я встречался с парнем, который недавно получил Героя Российской Федерации, тывинец по национальности, такой простой, но отважный парень. И был в Национальном музее ТВ, где я видел археологов с горящими глазами, которые рассказывали о скифских курганах, которые они сейчас исследуют, раскапывают в ТВ, которые, это 7-9 век до нашей эры, которые вообще меняют всю эту западную историческую науку о происхождении скифов, которые считали, что они пришли там с территории современного Ирана, бывшей Персии и так далее. А оказывается, они вообще тюрки и пришли с Азии, оттуда. И вот для меня, ну, во-первых, экспедиция сумасшедшая, у кого будет возможность посмотреть ее. Вот. А с другой стороны, вот для меня эти люди были настоящими героями, которые с горящими глазами рассказывали об своих научных исследованиях. Поэтому, ребят, дай вам Бог каждому в каком-то направлении стать хоть немножечко героем. Спасибо вам. Спасибо большое, Игорь Вячеславович. У нас остается совсем немного времени, но есть время на еще один вопрос, поэтому, пожалуйста, я вижу много рук, но пусть модераторы наши, кто первый, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Басырова Камила, мне 17 лет, и я являюсь ученицей многопрофильного лицея Республики Мариэл. И сейчас я бы хотела задать вопрос ко всем гостям. Я, как представитель современной молодежи, очень хочу узнать, как мы уже сейчас можем повлиять на современные молодежные проекты, какой вклад мы можем внести. Игорь Вячеславович, начнем с вас. Да, ребят, да вы уже вносите этот вклад. И сейчас возможностей масса. Просто сейчас, ну, заходишь в интернет, и все это у тебя на виду. И они по разным направлениям, в разных сферах. И регионы оказывают поддержку, и федеральный центр, и фонд президентских грантов. Главное самому почувствовать, что тебе интересно, что тебе нравится, от чего душа твоя испытывает какое-то там радостное чувство и наслаждение. И тогда точно можно пробить стены, найти поддержку, реализовать этот проект, чтобы его заметили, чтобы он сделал что-то доброе, красивое в нашей жизни. Ну, если что, приходите, будем помогать. Да, берем эту ответственность на себя. Яна Валерьевна. Я полностью согласна про то, что есть огромное количество площадок, и, кстати, каждый из нас по своей сфере может сказать: присоединяйтесь, приходите, участвуйте. Я вас всех приглашаю в Дом прав человека. У нас будут сейчас уже созданы молодежные советы при уполномоченных, волонтеры при уполномоченном правам человека, волонтерские отряды мы сейчас создаем. Всю информацию я сейчас размещу на сайте и буду рада вас видеть. Но, ребята, вот несколько вещей скажу. Первое. Однажды услышала, когда была совсем юной, первую фразу: «Цельтесь в Луну, даже если вы промахнетесь, вы окажетесь где-то между звезд». Это про то, что ставьте самые высокие цели. И даже если что-то чуть-чуть, а жизнь она такая, ты вроде бы хочешь сюда, а жизнь все равно, благодаря вот небесным силам, выведет тебя на ту историю, которая нужна именно тебе. Вторая, очень важный совет, рекомендация: читайте. Вот вы знаете, мне папа всегда говорил: читай, читай. Настанет такой момент, когда ты будешь очень хотеть читать, а времени мало. Вот я советую книгу Александра Владимировича. Я, честно скажу, читаю, прочитала уже много. И всегда переживаю, и вот Анна просто тоже про это говорила, что вечерами меня найти не могут, потому что после вот этих стопок документов у тебя так мало времени остается на чтение, и ты начинаешь находить возможность в самолете, в переезде, в машине. Это очень важно и нужно. Это дает и аналитические способности, и умение потом выступать, говорить, и кругозор. Это очень важно для молодежи. И еще скажу одну вещь. Знаете, мне очень нравится эта фраза и пожелание к вам. Знаете, бегите к своей мечте. Если не можете бежать, идите к своей мечте. Если не можете идти, ползите к своей
своей мечте. А если не можете ползти, хотя бы лежите в сторону своей мечты. Спасибо, Яна Валерьевна, за напутствие. Максим Алексеевич. Я только присоединюсь ко всему сказанному и, знаете, добавлю, что вы, главное, не ищите какое-то одно действие. Дело же не в том, чтобы победить в каком-то конкурсе или принять участие в форуме. Это все маленькие инструменты. Это долгий путь, и на нем нельзя сдаваться. На нем будет множество неудач. Вам будет казаться, что, может, вы участвовали, не принесли пользу, может быть, у вас не получилось, вы проиграли. На самом деле вы получили опыт, вы развиваетесь, и вы можете этот опыт принести на благо своей страны. Поэтому просто постоянно двигайтесь вперед. Вот я присоединяюсь в сторону своей цели. Идите туда. Ура! Александр Владимирович. Да, вы знаете, я когда-то, когда я был маленьким, да, значит, ну, так начинались некоторые передачи, это было давно. 10 лет назад. Это, ну, не настолько я древнен. Вот. Но когда я был пионером, а я был пионером еще, представляете себе, и комсомольцем даже был. И вот мы обсуждали в пионерской организации, вот я просто вижу галстуки у кого-то, и вот мы обсуждали, как нам защитить свое право решать самим, какие вопросы задавать, как нам организовывать пионерскую организацию и что нам делать. Сколько можно уже управлять нами, детьми, взрослыми пионерами, взрослым комсомольцем и педагогом. Вот такие дискуссии были жаркие, значит, мы там говорили, что мы должны вот это, нам дать больше ресурсов, возможностей и так далее. Поэтому это нормальное состояние. Дальше. Вы влиять можете на очень многое. Потому что помимо того, что гранты есть, там, Росмолодежи, помимо того, что в движении первых есть соответствующие гранты, внутри каждого конкурса и программ существует масса возможностей, где вы можете реализовать свою креативную способность. А что такое креатив? Creation или креатив, да, это от слова созидать, да, там корень-то. А creator – это созидатель, создатель. Вообще, создатель – это одно из имен Божьих. Человек в этом смысле проекция божественной способности создавать миры, вселенной. Неважно, творческий вы человек или ученый. Вы открываете что-то, созданное не вами, или вы создаете что-то, не существовавшее до вас. Вы все равно творец. И как творец, созидатель, вы вот эту вот божественную, заложенную в человеке, в личности сущность, возможность открываете. Не ждите, когда у вас что-то откроется. Да? Под лежачий камень вода не течет. Проявляйте активность. Не беспокойтесь, если на вашем пути будут встречаться люди, которые будут убеждать вас, что вы идете не в том направлении, занимаетесь не тем, что это не получится, что пройденный путь, безусловно. Опыт – прекрасная вещь с точки зрения того, знания, куда не надо идти точно, куда нужно идти точно, но между этими точными знаниями пролегает бездна возможностей. Поэтому пользуйтесь этой бездной. У меня в управленческой практике есть тезис, которым я учу всех своих сотрудников, которому меня когда-то научил один умный человек. Нет проблем, которые невозможно решить. Есть люди, которые не хотят или не могут их решать. Поэтому все в ваших силах. А рядом всегда найдется взрослый, а иногда и не взрослый человек, который вам поможет. Спасибо вам. Спасибо, Александр Владимирович. Анастасия Викторовна, вам слово. Как можно повлиять? Легко. В нашей стране легко. Вот расскажу пример, буквально месяц еще не прошел. На ВДНХ, движение первых, мероприятие. Приехали дети со всей страны. Мы презентовали там нашу школу юного журналиста. И парень из Нижнего Новгорода, активный, тянет руку. Надо быть уверенным в себе, не наглым, но уверенным. И говорит: а что? Это что, у вас только в Москве? Я говорю: ну да, вот у нас филиал в Москве, сейчас в других регионах открывается, но пока да. А мы бы тоже хотели учиться. А как нам? Давайте онлайн обучение. Ну как же, будем там, да, приезжать. Я говорю: давайте, хорошо. Со следующего года мы вводим онлайн обучение. Вот пример. Вот так можно повлиять. Спасибо, Анастасия Викторовна.
Мы благодарим наших уважаемых спикеров за ваши благопожелания. Мы благодарим наш зал за ваши открытые сердца. Мы вас очень любим, мы вами очень гордимся. Россия — великая сила, и здесь каждый состоится. С нами сегодня были Игорь Вячеславович Баринов, Яна Валерьевна Лантратова, Максим Алексеевич Древаль, Александр Владимирович Журавский и Анастасия Викторовна Звягина. Спасибо вам и до новых встреч на мероприятиях Общества знания.